Да, в дымы встань. А в дымах у нас такой аргумент. Нормально будет, чё? Не, он поплыл таки. А тут мы добавляем эти аргументы. Интересно. Что-то прям выскакивает такое. Шел к черту отсюда. Поворачиваемся носом к Никите, чтобы урон уменьшить по возможности. Ух, самолеты. Он меня отравил самолеты, смотрите-ка. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships, и сегодня у нас в гостях HTMS Kang, он же ЛПД 792, храни его Господь. Главный приз боевого пропуска этого месяца. Получить я его получил, поиграть я его поиграл, ну и, соответственно, рассмотреть его обязан. Итак, сразу же проясним. Если посмотреть на картинки, вот рядом 071, то, в принципе, как говорится, найди 8 отличий. Отличий практически нет. Смысл в том, что если мы зайдем в описание, то здесь можно прочитать, что это экспортная версия 071. Поэтому сравнивать их можно и нужно. Правда, этот тайский, он в ВМС Таиланда состоит, а 071, соответственно, не состоит. Так, ну что же, давайте тогда пробегаться изначально по ТТХ. Прочности мы имеем 494 тысячи, ну почти 500, нормально. Скорость 23,8, на самом деле 22, причем на поворотах у него скорость не снижается, он все время держит 22 узла. Маневренность 10 плохая, радиус обзора 11,6, заметность с воздуха 5,10, очень заметный, светится сильно. Заметность с поверхности 4,53, заметность с глубины 3,4 данные 3 секунды, штраф при движении 11,5. Время обслуживания секунд, это уже к дронам 10. У нас нет здесь параметра малозаметность, потому что эта штуковина многозаметная. Она сильно заметная и светится прям как утюг на кровати. Переходим к вооружениям. Двойной слот под ракеты, двойной слот под пушки, двойной слот под гранатометы, 2 вертолета, 2 автопушки. ПВО у нас состоит из одного тройного, одного двойного и одного залоченного слота. 2 дрона. Вот эти самые Джари USV у него в комплекте, в принципе, и идут. Стреляют, в принципе, во все. Есть и торпеды, есть и ракеты, и даже свое собственное ПВО какое-то к ним примотано изолентой. Ну или приклеено на канцелярский клей, я черт его знает, если честно. Какая-то странная самоделка. Так, ну, проводя параллели, да, сразу же, с 071. У нас совпадает количество дронов, у нас совпадает количество вертолетов и количество ракет. Один двойной слот там, один двойной слот здесь. А дальше начинаются отличия. Первое отличие — 2 пушки, у 071 1. Второе отличие — 2 гранатомета, у 071 4. И третье отличие — это 2 автопушки. У 071 их тоже 4. Вот, в принципе, и все. Ну, а теперь давайте глянем, что эта штуковина делает в боях. И делает ли она вообще что-нибудь в этих самых боях. А потом подведем итог по этой самой штуковине. Поехали. Так, ну, что у нас интересного? Дронов сразу выкидываем. Так, и сюда. Будем центр занимать. Так, товарищи. Так, света, я так понимаю, у нас не будет никакого. Я понял, хорошо. Вопросов больше не имею. Так, у них курятник. Но он тоже не особо летун. Ему все пофигу. Хорошо. Так, а вот здесь у нас что-то интересное наклевывается, да?
занес. Немножечко. Немножечко занес. Достаточно злобно, кстати, занес, надо признать. Так, что у нас тут летает-то? Так, это что там такое? Он тут высовывается, что ли? Нет? Нет. А что тогда происходит? Что у меня корабль во все стороны шмаляет, как оглашенный? Так, там, походу, минус, да? Уничтожена торпеда, уничтожена ракета, постоянно что-то уничтожено. Полеты, стреляйте по самолетам. Беги в ужасе. Иначе еще получишь у меня сейчас. Ух ты как. Коллега вышел, смотрите-ка. Еще и в полицейском камуфляже. Так, коллега ушел. Хорошо. Кто-то у них там еще ушел. Ну-ка. Так, работаем по летунам. Так, а этот Йозеф, куда он, собственно? Йозеф. Йозеф, ты на чем? А, это Борисик. Йозеф на Борисике. Так, выкидываем эту штуковину. Сейчас Борисик как выскочит, как выпрыгнет. Эта штука не выпрыгнет, нет? Эта штука не выпрыгнет, я так понимаю. И кирдык, и у нас остаются Борисик и курятник, и все. Давайте по самолетам тогда стрелять. Так, я не пойму, Борисик что, терроризирует нашу эту арту, что ли? А кто ему разрешил, собственно? Борисик, я ведь не промажу. У меня все самонаводящееся. А он, видишь, даже из пушки попал. Беги в ужасе, Борисик. Да блин, не те кнопки. Слишком много кнопок у этих кораблев. Стреляешь еще. Борисик, меня там нет. Борисик, честное слово, меня там нет. Куда ты шмаляешь? Стой! Бегун, блин. Помрешь уставшим, ну. Засранец. Дриснул ракетками и убежал. Так, наши там потихоньку избивают курятника ногами. Ну, правильно делают. Он для того и есть. Добавим ему. Добавим ему. А что он там ползает? Так, Борисик. Борисик. Вылезавай. Вылезавай оттуда. Нет, Борисик не хочет. А я не успеваю. Я не такой, как Борисик. Он быстрый, шустрый. А я нет. Я толстый, медленный даже. В некотором роде. Так, где там он? Ну, куда вот он? А, он в дымы. Вот теперь он в дымы залез. Ну, прикольно. Что-то не помогло ему это вроде как. Ну, Борисик, вылезай, давай. Дымы тебе там не помогают, видно же. Вертолет настрелял ему полный хвост. Ну вот, как-то так. Что у нас? Глянем статистику. 82 ракеты сбито. 6 торпед уничтожено. Истребителей 6 штурмовиков, 2 дронов, 3 вертолетов, 1. Вот. Уничтожено кораблей 3, помощь уничтожений 2. Как-то вот так. Пушка нанесла много. 300 тысяч нанесли ВС-3, 228. Штиль. Ну, остальное там уже ПВО. Беспилотники тут что-то 51 тысяча, 39. Ну, на двоих сотню. Нажали, надавили. Что по вертолетам? 47, 37.
Ну, где-то 80 получается, да? Ну, тут 50 почти. Тут почти 40. 90 тысяч, наверное. Ну, и FGS, естественно. Борисик у нас там неистовствовал. Ну вот, позиционный геймплей, по сути, отстрел. Работа просто из всех стволов. Работаем по самолетам, работаем по торпедам, работаем по всему, работаем во все стороны. Просто дичь страшная творится. Ну вот, все оружие самонаводящееся. Промазать даже по Борисику не получится, даже если очень захочется. И в тот же момент, как бы, пушки дополняют хорошо все это дело. То есть в данном случае вот этот комплект, он выглядит рабочим. Никаких особо тактик не было. Вышел центр карты, и противник просто начал выскакивать. То один там выскочит, другой здесь выскочит, третий еще где-то выскочит. ПВО отрабатывает достаточно неплохо, надо сказать. Как-то вот так. То есть корабль показывает себя очень неплохо. Я лично доволен. Поехали. Опять курятники. Что ты будешь делать? Так, Чанг, у них Катори. Курятники, понятно. Варяг, Нанчанг, Нанчанг. 32 Магами, Ушаков. Интересно. Шел вон. Разлетался. Так, надо бы дома срубать. Пушки позволяют. Надо закрепляться где-то у острова. Они, я смотрю, идут на дальнюю позицию. Надо зачищать здесь. Да пошли вон отсюда, документы проклятущие. Разлетались тут, понимаешь. Кто разлетал? Так, есть вариант закрепиться здесь, в островах? Так, у них там кто-то уже куда-то полез. Да брысь, я тебе говорю. Так, и пробуем здесь уже кого-то встречать, я так понимаю, да, нет? Так, они прям прутся. Прям яростно прутся, надо признать. Держи, Нанчанг. Это... Что-то не так, да? Мне решили ответить любезностью на любезность. Прикольно. А я могу из пушек долбануть. Да, я такой. Я не брезгливый. Я не брезгливый, я из пушек могу долбануть. Тихо, 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 куда? Блин, опять я начинаю путаться в кнопках в этих. Рояль, пианино. Дроны, воюйте, давайте. Воюйте их всех, дроны. Так, будем сбивать? Не будем. ПВО справится. Нормально. Хорошо. Я доволен пока. Который что-то там строит из себя. О, не спи. ПВО вроде не спит. Так, у них уже -2. Хорошо. Вот опять позиционная игра. Опять особо никуда не бегая, что-то делаем потихоньку. Отстреливаем по возможности. Дроны там что-то творят, наводят какой-то кипиш. Им приходится на этих дронов отвлекаться. Полетов я не знаю, стоило ли поднимать, конечно. Бым. Так, наши их обходят слева. Как бы наших там не повалили всех. Надо как-то к ним подойти поближе, помочь, что ли. Может быть, помочь. Так, я каким-то кораблем обнаружил. Непонятно. Еще вертолеты куда-то шмаляют, дроны шмаляют. То есть все куда-то пуляют. Вот это вот ничего вообще не делаю. Прям как на 071. Плывешь, ни черта не делаешь. А урон прям насыпается от души. Так, этот Вавель. А Вавель, куда он полез вообще? Куда он собрался?
Я могу вот выйти так вот, заслонившись островом от Ававеля, вот на этого гражданина могу выйти, нет? Могу. Ававель, ты не мешай мне, главное. Ававель, не будешь мне мешать? Не будешь. Вот. Эх, ты ж, ё-моё. Ававель, это ты во всем виноват. Ладно, пусть будет. Так, Ававель куда-то побежал. Куда он побежал? Зачем? Стой, Ававель. Куда ты? Подожди. Ничего себе, занесли ему вертолеты. Ававель, видимо, был удивлен. Бум-бам-бу-бух-бах-бух, Ававель минус. Ну вот, вот, так-то так. Опять же, стоим на месте. Никуда особо не лезем. Играем позиционно. F-32, молодец. Что у нас по статистике? 98 ракет. На дронах ПВО стоит, как бы. 750, 3064. Это ж ПВОшки у них там стоят, насколько я понимаю. То есть они тоже по ракетам шмаляют. Вертолеты тоже с ПВО. То есть сплошняком сплошное ПВО. Все работает в ПВО. Много-много-много-много ПВО. Вот так вот. Ну, пушка, естественно, полляма как нефиг делать. 2 штуки элки набивают. Ракеты, ну так. 200. 200 тысяч по всем. И по ВСкам, и по штилям. 41 здесь. Ну, по мне, особо торпедами никто и не стрелял. Не успели просто. Вот. Ну, бой стандартно. Занял позицию и отстреливаешься. То есть никуда особо там не бегаешь туда-сюда. Чтобы бегать, есть другие корабли. А этот он вот именно вот встал и от дефа отыгрываешь позиционку. Грамотная позиционка, и все. Вопросов никаких не возникает. Так. Музыка из Терминатора. И поехали. Параллельно дронов на свободу выпускаем. Так, вертолет у нас чей-то полетел, так что я своих пока приберегу. То у меня их 2. Так, что-то засветилось. Ямато засветился. Залетит. 30 тысяч залетело. Ну да, линкор сложно промазать. Но я умудрился. Ёп. 7-1, кстати. Ну. А, это вроде улетело. Так, порт-рояль какой-то там. Только это дичь творится вообще. Хорошо. Пусть будет. Так, у них где-то худ. Тут за островом сидит. Это мне не нравится. Так, дроны приняли удар на себя. Это хорошо. Где ты там? Ну, давай. Ну, давай. Испугался. Ну, что ты делаешь вот на открытой воде? Ну, вот что тебе там надо? Вот что ты там забыл? Куда ты будешь прятаться в случае чего, дядя? Так, по мне стреляют, как бы. Мне страшно, обидно, неприятно. Но я в случае чего могу и уйти. Ой, как это я так из пушки стрелялся криво. Очень криво стрелялся из пушек я. Прям очень криво, коряво. Так, а у нас, кстати, там Ямато неспешно куда-то ползет. Опять он за свое, опять он вот это вот все. О, что-то зашло, смотри-ка. Брысь.
Так, у нас уже минус 2. У нас минус линкор. У нас минус, короче, все. Мы сейчас все помрем. Нет, они у меня на носу стоят. Я так не могу выстрелить. Так, сейчас дурацкий Никита полезет прямо сюда, да? Ведь он полезет же. Поворачиваемся носом к Никите, чтобы урон уменьшить по возможности. Ух, самолеты. Он у меня отравил самолеты, смотрите-ка. Ну давай, Никита, твоя очередь. Жестоко. Жестоко, говорю. Ну вот, я тебя на 150. Если я заряжусь, ему крышка. Ему крышка. Я Мотовского забрал таки. Вот. Ну вот как-то так. Так это будет выглядеть в скромной сборке. Ну, как бы да. Скромная сборка. Что поделать. Сразу же возможности-то подупали немножечко. Конечно, будь у меня сборка топовая, было бы, наверное, поудобнее. Но вот даже в такой сборке, в принципе, что-то выдаем. Даже 10 ракет я сбил. Я молодец. И 6 штурмовиков. Но это кукурузники яматовские. Они вряд ли считаются. Вот. Как-то так. Но принцип тот же. Занимаем позицию, отстреливаем, 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 отстреливаем. Главное попадать. Единственное требование. Попадать, попадать, попадать. Итак, 2 боя мы провели в топовой сборке, и 1 бой я выложил в, так сказать, народной сборке. Ну, чтобы сравнить. И теперь давайте подведем какие-то итоги. Ну, первое, конечно, что хочется сразу выяснить. Кто круче-то? Ну, естественно, круче 071. 071 все еще непревзойденный. Это все еще лучший штурмовой корабль в игре. В принципе, как я уже и говорил, все штурмовые корабли, они для меня делятся теперь на 3 части. Есть 071, есть все остальные, и есть Бахия. Капустная кочерышка, по непонятным мне причинам, возомнившая себя кораблем. Что касаемо Чанга, он же ЛПД-792. Кораблик может... Да, давайте сначала вот плюсы. Плюсы. Кораблик может. У кораблика есть урон. Да, кораблик прям может втащить. У него есть 2 дрона, 2 вертолета. То есть в какой-то момент он может поднять свой урон. Его можно собирать по-разному. Там всякие приколы. Там, допустим, дроны-самоубийцы, кто умеет ими управлять. Можно собирать дроны подводные, дроны надводные. Кому что больше нравится. Вертолеты разные тоже можно подумать. По сути, как бы он как бюджетная версия 071. Да. И в принципе все. Да. То есть это неплохой корабль по своей сути. Корабль хороший. И это самое обидное, потому что сейчас мы переходим к его ключевому минусу. А ключевой минус его в том, что он нафиг никому не нужен. А нафиг он никому не нужен, потому что он повторяет ту же самую болячку, которой страдает 071. У них одна и та же болячка, даже в этом они схожи. Он очень сильно зависит от оборудования. Я не просто так специально выложил вот этот бой в народной сборке, так сказать. Да, я даже забыл там поменять вертолет, я поставил Фениса. Ну, в принципе, можно поставить того же самого Black Host. Они сейчас апнуты, очень хорошо летают, в отличие от Apache, который, ну, прям плохо, прям плохо. Двойку за него ставлю, за Apache. Вот. Но Black Host ставим, мы имеем серьезную огневую мощь по надводным целям. По сути, дроны, да, эти же самые, они продаются за голду, если я не ошибаюсь. Да, и упаковать его, в принципе, тоже можно. Там ремки поставить, МК-8 МОД-1 и так далее. Но, во-первых, в моей сборке присутствовали вот здесь РБУхи 2500, которых у новичка, скорее всего, не будет. Да. Здесь у меня стоял Sky Defender. Где у нас здесь? По-моему, Sky Defender он назывался. Sea Defender. Блин, не могу запомнить название. Sea Defender, вот эта штуковина.
со второго тира, которая работает и на третьем. Хитрая машинка, о которой мне рассказали серьезные игроки. Русалка, привет, отдельный. Вот, то есть она вроде как второго тира, но вполне себе и на третьем показывает достойные результаты. И она продается за золото, соответственно, лучше Рапида, наверное, будет по-своему. Но вот этот слот новичку заполнить нечем, да. Если здесь не стоят AFGS пушки, то, ну, в принципе, сюда ничего, кроме каких-нибудь РБУх, поставить-то и нельзя, потому что чем отбиваться от торпед тогда? Да, вот у меня в сборке сейчас AFGS позволяют мне использовать вот эти пушки, гранатометы, ВС-3. Таким образом, я имею как бы универсальность, да, то есть на чем вообще основана моя сборка? У меня полная универсальность. Этот слот работает по воздуху и по кораблям. Этот слот работает по кораблям и по подлодкам. Этот слот по кораблям, этот слот по торпедам. Таким образом, я могу стрелять, по сути, во все. Абсолютно. Но. У меня такая сборка есть, а у новичка ее не будет. И в стоковой, так сказать, сборке, ну, как не знаю, в народной сборке этот корабль вообще никак не раскроется. Он не раскрывает даже трети своего потенциала, пока он не будет собран в топовую сборку. Пока у него здесь не будут стоять какие-нибудь PHL или TRG или еще что-то. С поддержкой FGS обязательно. Вот тогда он только и раскроется. Но если у новичка не получится вообще раскрыть этот кораблик, то, наверное, как бы он может зайти игрокам, которые не новички. Так, ребята, а зачем он нужен, если есть 071? 4 гранатомета — это явно лучше, чем 2 пушки. Урона будет больше, поверьте мне. 4 AFGS — это лучше, чем 2 AFGS. Понимаете? Таким образом, этот корабль, он попадает вот между, да, вот прям посерединке. Новичкам он не зайдет, потому что нечем его упаковать. На стоковых сборках он будет представлять из себя довольно жалкое зрелище. Да, 2 МК-8 МОД-1 там куда-то могут бахнуть. Согласен. Ну и что дальше? Ракет мало, то есть какие бы ты ни взял из магазина ракеты, ну, серьезного урона с них не нанесешь. Лучше всего, конечно, ставить римки какие-нибудь, чтобы работать по самолетам хотя бы. А гранатометы какие ставить? Магазинные? Да вы что, шутите, что ли? Таким образом, новичку его не раскрыть, а игроку, который не новичок, он в принципе не нужен, потому что у игроков, которые уже долго играют, у всех есть 071. Потому что все знают, что 071 — это очень классный корабль. И вот здесь я вижу самый главный недостаток этого корабля. Он, по сути, ни тем не нужен, ни этим не нужен. Его взять можно только как коллекционный кораблик, то есть, ну вот у меня он есть, как бы я на нем катаюсь и так далее. Потому что какой-то реальной ценности он в себе не несет. Новичкам он зайдет, наверное, как актив, который можно продать за арткоины, чтобы купить потом что-нибудь, например, те же РБУ 2500. Вот. И это обидно, потому что корабль-то на самом деле неплохой. В хорошей сборке он действительно показывает результат. Да, 071 покажет результат лучше. Но и этот как бы не лыком шит. В нем нет какой-то своей изюминки. Вот нет ее. Например, если мы возьмем Ферлис для сравнения, так его прикол в том, что ему гранатометы вообще не нужны. У него стоит система, которая защищает его от торпед и от подлодок. Кстати, работает не так уж и плохо. И по сути вот здесь кораблик новичку вполне себе зайдет. Например, в первые ранги на нем пойти. На МК-8 тех же самых, которые с ним шли в комплекте бесплатно. То есть их даже покупать не надо было. А вот этот аппарат, ну, его роль мне, если честно, непонятна. Может, я не догнал чего-то, и вы мне объясните в комментариях тогда, чего я в нем не понял. Но я вижу, что этот корабль попадает вот просто в пустоту между новичками и уже игроками, которые играют давно. Он как-то проваливается между ними и как бы не находит своего места. Что я с ним буду делать, я, если честно, не знаю. Может, оставлю в коллекции, может, продам его, когда буду распродавать всякий мусор, который накапливается на складе. Вот. Как-то вот так. Что думаете сами, если уже получили этот корабль? Пишите в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще.
Не забываем прописаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.